Белорусский МЧС наплевал на народ, диктатор стал гуманистом перед выборами, а Путин признал разный статус российских территорий. Привет, с вами Данута. Генштаб Беларуси признал нарушение границы беспилотниками РФ, но наши доблестные военные с каменным лицом делают вид, что понятия не имеют, откуда прилетела эта небесная кара. Замкомандующего ВВС Сергей Фролов объявил, цитата, «Сегодня ночью 5 сентября был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно беспилотными летательными аппаратами». И тут же заявил, что было принято решение на уничтожение и по факту проверку проведем. Прикорректный военный никоим образом не обмолвился о том, что это были беспилотники, которые запустила Россия по Украине. Но ждать проверки долго, думаю, не придется. Виноваты окажутся украинские диверсанты или, в крайнем случае, белорусские оппозиционеры, которые управляют дронами из своих кафе с бесплатным Wi-Fi. Информирование населения об опасности, объявление воздушной тревоги, прием граждан в защитных сооружениях об этом даже не упоминается. Совет безопасности и бывшего милиционера, а теперь министра МЧС, заботит безопасность только семьи Лукашенко. Как видим, их не волнует, кто летает в нашем пространстве, откуда, зачем, а главное, почему. Упадет на голову, так упадет. Зато обучим пилотов стрелять хоть куда-то и во что-то. Самопровозглашенный гуманист всея Беларуси Лукашенко 4 сентября снова решил сыграть в великодушного отца нации и подписал указ о помиловании 30 политзаключенных. Правда, с небольшой оговоркой. Чтобы получить этот подарок судьбы, несчастные должны были вначале пройти все круги ада. Написать прошение, покаяться в своих мнимых преступлениях и дать клятву вести законопослушный образ жизни. Напомним, в конце июля Лукашенко помиловал немца Рика Кригера, которого приговорили к смертной казни за якобы работу на украинские спецслужбы. Кригер был среди политзаключенных, которых обменяли страны Запада и Россия 1 августа. 16 августа Лукашенко подписал указ, которым были помилованы 30 человек, также осужденных за преступления протестной направленности. Среди освобожденных 14 женщин и 16 мужчин, в том числе люди пенсионного возраста и те, которые имеют серьезные заболевания. Я на этом фоне никаких иллюзий не питаю. Похоже, диктатор пытается пойти по новому кругу, пытаясь выторговать преференции взамен на заложников, таким образом подавая сигналы странам Запада. На самом же деле он просто начинает освобождать места для новых заключенных под будущие президентские выборы. Очень хочется надеяться, что никто больше с ним на переговоры не пойдет. Так что важно и дальше быть последовательными и твердыми в своих требованиях и стремлениях. А вы можете помочь нам в нашем деле, распространив эту информацию. Очень помогает подписка, также лайки и ваши комментарии. И вот такой вот неожиданный поворот. Пока Кремль кричит о необходимости признания реалий, Украина успешно создает свои собственные реалии на российской земле. Секретные планы ВСУ, о них, конечно, ничего не говорят, но факт остается фактом. Контроль Украины над Курской областью РФ – это не просто жест, а часть стратегического плана. Не успела ситуация на фронте ухудшиться, как Путин вновь вспомнил о том, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Однако, по его словам, сначала нужно разобраться с бандитами, так он называет украинских военных, действующих в Курской области. Каждый раз, когда Кремль начинает терпеть поражение, он вдруг вспоминает про дипломатию. Вот и сейчас, под давлением неудач в Курске, российская власть снова пытается разыграть карту миротворцев. Но что-то подсказывает, что на фоне успехов ВСУ эти переговоры всего лишь дымовая завеса, за которой скрываются реальные проблемы российской армии. Кстати говоря, о проникновении на территорию страны. Путин признает фактически разный статус территорий РФ и захваченных территорий Украины, которые Москва объявила российскими. Курская операция ВСУ подвела главный аргумент путинской риторики о необходимости признания реалий на земле, ведь это означает признать контроль Украины над территорией РФ. Российский диктатор Путин посетил Монголию, которая является участником Международного уголовного суда, и не был арестован. Монголия нарушила свои международные обязательства, отказавшись арестовать военного преступника Владимира Путина по ордеру. Международный суд, Украина и ЕС предупреждали Монголию о недопустимости нарушений обязательств по Римскому уставу.
Однако Монголия создала опасный прецедент, подвесив действенность решений международного правосудия. Вместе с международными партнерами Украина будет обсуждать дальнейшие действия после визита военного преступника в Монголию. Стоит отметить, что представителями гражданского общества Монголии, вопреки позиции собственного правительства, была проведена акция протеста против визита Путина в свою страну. 3 сентября Россия нанесла удар 2 баллистическими ракетами «Искандер-М» по зданию Института связи и больницы Полтавы. Погибли по меньшей мере 51 человек, ранены по меньшей мере 271 человек. Атака на Полтаву стала одним из самых кровавых российских преступлений с начала войны. В Полтавской области объявили 3-дневный траур по погибшим. Благодарим всех спасателей, врачей, медицинских сестер, полтавчан, кто присоединился к помощи, сдавал кровь и кто поддерживает пострадавших. Командование сухопутных войск проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно для обеспечения жизни и здоровья военнослужащих на объекте в условиях постоянной ракетной угрозы противника. События, подобные полтавским, являются еще одной наглядной причиной, почему поставки систем ПВО в Украину должны быть ускорены. ВСУ продолжают успешно удерживать контроль над территориями Курской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет держать эти территории столько, сколько потребуется, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что Польша должна перехватывать российские ракеты над Украиной вблизи своего воздушного пространства. Однако это оказалась не официальная позиция Варшавы, а частное мнение министра, о чем позже указал МИД Польши. Само по себе заявление говорит о том, что проблема российских ракет и дронов выходит далеко за пределы Украины. Украина давно выступает за сотрудничество и координацию действий в сфере ПВО со своими западными и южными соседями. Надеемся, мнение министра Сикорского повлияет на позицию правительства. Координация работы ПВО нескольких государств во время воздушного нападения повышает эффективность защиты. Это было доказано при отражении иранской воздушной атаки на Израиль. Не стоит бояться, что сотрудничество ПВО может вовлечь НАТО в войну между Россией и Украиной. Россия и сейчас считает НАТО врагом, но пока никак не может навредить альянсу. Берегите себя.